3 признака слабости тренда. И, возможно, из-за недостатка именно этой информации вы стабильно теряете деньги на ровном месте. Вроде все сделали правильно, проанализировали рынок, смотрите, есть волатильность, пробили там, например, максимумы. Все показывает наверх, бац, цена останавливается, идет обратно. Заранее ставьте лайк, подписывайтесь на канал, на телеграм-канал. Там выходят в реальном времени скриншоты, разборы сделок и поехали. Это минутный график золота. Вчера там собрались абсолютно все критерии. Когда я с трейдерами работал в реальном времени, я им как раз эти критерии объяснял. Давайте посмотрим на первый критерий. Смотрите. Цена по золоту за несколько минут взлетела на 2%. То есть вот это движение было 2% импульс. Это почти равно средней волатильности за последние несколько дней. То есть дневной диапазон, дневная свеча, если мы возьмем сейчас дневной график золота, мы видим, что в среднем за последние несколько дней цена ходит в течение суток примерно 2-2,5 плюс-минус процента. А здесь мы прошли это расстояние, все дневное расстояние за несколько минут. И вот это первый звонок к тому, что, скорее всего, у этого движения не будет продолжения, потому что если мы за 5 минут так много прошли, то что тогда остается, учитывая среднюю волатильность или средний диапазон, сколько цена ходит. То есть это значительно больше нормы, понимаете, да? То есть вот он импульс, если мы померим, около 2% здесь было движение. Это первое. Хорошо. Бывают отдельные ситуации, когда импульс резкий, сильный, и цена все равно идет дальше. И вот мы наблюдаем. То есть импульс произошел, хорошо. Держим это в уме, что да, цена сильно выросла. Наблюдаем. Мы ждем что обычно, когда торгуем с трендом? Мы ждем коррекцию. Куда? Всегда к одному месту. К зоне ценности. Вот сюда. Вот это место, где белые точки, зона ценности. Зона ценности. Идеальная локация, чтобы покупать. И когда цена приходит к зоне ценности, мы смотрим на две закономерности. Закономерность ценовая, то есть на цены и индикаторы. Нас интересует, какое поведение цены было до прихода к нашей зоне и какое поведение индикатора, когда цена находится в нашей зоне. Таким образом, второй признак слабости тренда – это вершина. То есть цена пришла к зоне, но она пришла через двойную вершину. Но на самом деле сама по себе двойная вершина здесь не так важна, как важно дальнейшее поведение цены, пробой минимума этой двойной вершины. То есть уже складывается четкий пазл. Посмотри, импульс 2%. Первый звонок, что этот тренд, скорее всего, не будет продолжен, хотя в моменте ты можешь так загореться. Вау, движение началось, наконец-то волатильность, это же наш друг, на волатильности мы делаем деньги. И это может так подстегнуть твою какую-то уверенность в том, что сейчас ты денежки положишь в карман, и там заработаешь 10 к 1, и начинаешь здесь загружаться там покупками, да, покупай. Или, например, если это доллар-иена, которая тоже вчера двигалась так же сильно, только вниз, да, там продавать, например. Но если ты внимательно посмотришь, то увидишь, что здесь это преимущества нет еще до того, как потом рынок ушел на бок и развернулся. То есть ты вот здесь уже понимаешь это. То есть ты начинаешь как профессионал работать, а не как человек, который хочет заработать. Да? Если ты хочешь заработать, ты точно там купил. Итак, вот здесь пробой минимум паттерна, цена приходит. Я трейдерам пишу, что нет, здесь входа нет, опасно, очень опасно. Еще что мы здесь видим, это третий признак слабости тренда. Вот посмотри, я поставлю вертикальную линию сюда на свой осциллятор. Видишь, здесь осциллятор зашкаливает почти под 100, да, 95 его значений. И потом, посмотри, как он туп-туп-туп пополз вниз и почти дошел до 50. То есть резко растерял вот этот момент, да, потому что в норме, когда тренд сильный, мы не будем видеть падение, да, такое резкое, вот что важно, резкое падение осциллятора. И вот в совокупности со всеми критериями мы понимаем, что вот в этих зонах при всей красоте технической, да, нельзя покупать.
Да, вот в этих зонах нельзя покупать. Вероятность того, что этот тренд потеряется, она очень высокая. То есть вот эти признаки слабости тренда. Первое, когда ты торгуешь в направлении движений, посмотри на импульс. Если ты видишь, что цена за очень короткое время прошла очень много, что выходит за рамки нормы, или, например, если это дневной диапазон 2%, и цена за минуту его прошла, или за 5 минут, это уже должно тебя наводить на мысли, что здесь не стоит рассматривать покупки или нужно быть предельно аккуратным. То есть это такой сдерживающий фактор твоего желания купить или продать. Затем посмотри на то, что делает цена после импульса. То есть он произошел, супер. Затем подожди, когда цена придет к зоне ценности. И если она пришла, например, через какую-то фигуру разворота, например, двойную вершину или слабую вершину, и затем обновила минимум этой вершины, потому что любая вершина, как вы знаете, двойная или слабая, она имеет треугольную форму. Ну, вот классическая, да, двойная вершина на ножке. То есть есть импульс и потом два касания одной горизонтальной области. Да? И если, например, рынок видит этот паттерн и намерен его дальше отрабатывать, то, как правило, будет пробит минимум этого паттерна. То есть получается, что вы хотите купить вот здесь на коррекции от этого импульса, но после пробоя минимума паттерна. И это очень опасная штука, потому что нередко потом цена корректируется, возвращается, и вот начинается вот что-то в этом духе. Да, реже бывают какие-то сильные быстрые развороты, но чаще всего вот именно боковик, неопределенность, ты здесь застреваешь, твои объемы там застревают, внимание зацикливается на этом рынке, ты ждешь, ну когда же он вырастет, вот он уже пошел, да, в то время как, например, на других инструментах, там нефть, может быть индексы, там крипта, может быть хороший сигнал на вход, но ты весь здесь, все твое внимание здесь, но результата нет. То есть мы хотим работать там, где, во-первых, отдача будет быстрая, то есть мы зайдем и за очень короткое время сделаем деньги. Это ментальность дневного трейдера, да, иначе зачем торговать внутри дня. И, конечно, мы хотим понимать, что у нас будет большой потенциал движений, исходя из вот этих технических аргументов. Поэтому, когда мы видим, что, например, цена прошла 2% и более по золоту за 5 минут, а это равно среднему диапазону, окей, давай шаг назад. Когда мы видим, например, перед коррекцией двойную вершину и пробою минимума, окей, шаг назад. То есть это признаки слабости трендов. В хороших трендах так себя цена не ведет. В хороших трендах цена делает стандартный импульс. И вот здесь фишку вам дам, которая состоит не из одной свечи, вот как здесь, да, посмотри, одна гигантская почти свеча, а из мелких свечей, то есть несколько таких бум-бум-бум-бум-бум. Вот это принципиальная разница. И вот это отличие, первое, ключевое, хорошего импульса от того, который затухнет быстро, который быстро затухает. Одна-две свечи огромные, которые там много проходят, а хороший импульс, он состоит из толстых, диапазонных, но не вот таких больших свечей, понимаешь? Вот это тоже очень важно. Давай возьмем, ну, например, по-моему, там евро-доллар тоже взлетал. Да, ну вот евро-доллар, например, тоже видишь. Здесь был импульс, вот один импульс, точнее одна свеча, посмотри, сколько она в процентах составила. Вот если ты такую свечу одну видишь, для тебя это стоп-сигнал. Запиши прям, не знаю, где-нибудь на видном месте. Посмотри, вот сейчас, одну секунду. Вот померим эту свечу от минимума до максимума. Ты видишь, диапазон почти 0,5%. Евро-доллар в самые лучшие дни в волатильный ходит 1,5%, 1,4%, а в среднем это 1,2%, даже меньше, 0,8%, где-то так. То есть средний диапазон дневной евро. То есть это уже больше половины. 1 минута всего лишь. И это тебе сразу намек на то, что шаг назад, понимаешь? Хотя так визуально все красиво. Но ты здесь видишь двойную опять вершину, те же закономерности, понимаешь? То есть это, окей, давай шаг назад, давай будем осторожнее. Возможно, здесь самое правильное решение – это торговать не тренды, а торговать контртренд. И это будет иметь максимальную вероятность отработки. И вот здесь мы как раз добавляем наш осциллятор и читаем вот эти две линии моментума. Видите, вот поверх осциллятора идут две линии. И когда вот эта картина вся присутствует,
И затем вот эти две линии пересекаются. То есть мы видим здесь бычий моментум, все растет, все красиво, осциллятор растет, линии растут. Good, идеально. Но учитывая вот эти события, паттерн и большую вот эту свечу, мы можем, добавив точный момент для разворота с помощью осциллятора, войти в рынок уже в противоположную сторону. И вот он момент, когда ломается окончательно это бычье движение. Линии пересекаются, и посмотрите, как они летят вниз. Вот здесь, видите, летят вниз уже, еще до того, как цена полетела вниз. То есть, если я возьму вертикальную линию, поставлю вот сюда, вот здесь мы видим, вот они пересеклись даже, может быть, чуть раньше. Хотя цена находится на своем максимуме, стоит на месте, вот если вот так сделаем. Но здесь мы уже видим, что, можно сказать, внутренняя сила рынка, она меняется. И вот если мы вот так сделаем, вот так сделаем, вот так сделаем, вот так сделаем, увидим, вот они точки входа. Продажи здесь, продажи здесь. Я торговал другой рынок, сейчас мы на него тоже посмотрим, это индекс Великобритании. Вот здесь, здесь, и посмотрим, отличный шанс заработать с минимальным стопом и удивительным соотношением для контртренда 3 к 1. Да, take к стопу, потому что если ты здесь продаешь, твой стоп здесь, соотношение у тебя получается очень-очень хорошее. Вот как, например, вчера у меня было на индексе Великобритании, ведь там то же самое был бычий тренд. То есть я говорю, вчера была тьма в начале бычьих движений. Я говорю, если трейдер не подготовлен, не в курсе вот этих вещей, то, конечно, он либо в минусе, но в лучшем случае он в нуле вчера. Да, в лучшем случае. Давай посмотрим на индекс Великобритании. Сейчас я его найду. Смотри. Тоже мы с трейдерами это разбирали. Вот здесь пересекаются линии моментума, видишь? Перед этим импульс наверх, видишь? Двойную вершину, видишь? Вот она, коррекция к зоне sell. Две позиции, take. Даже сейчас давайте сделаем следующим образом. Я вставлю это видео онлайн, и вы посмотрите, как это было в реальном времени. Один из самых моих любимых сетапов на разворот против тренда. Вот прямо сейчас я открываю продажу. Две позиции идут в рынок. И расскажу сейчас вам подробно, что это за сигнал. Смотрите, в первую очередь, если вы посмотрите по левую сторону, вы увидите, что тренд восходящий. Довольно устойчивый восходящий тренд. Цена пробила там все уровни, максимумы. Супер. И когда такое я вижу, конечно, я рассматриваю сделки в направлении тренда. Но одним из важных фильтров для меня является вот эта гистограмма, которую вы видите внизу графика. И более того, две линии поверх этой гистограммы, они очень четко показывают состояние тренда. И если вы посмотрите, здесь все нормально. Линии растут, моментум идет наверх. Но в какой-то момент вы видите, что линии снижаются, и, что самое любопытное, расстояние между ними все меньше, все меньше, все меньше, все меньше. Это говорит о том, что вот этот тренд ослабевает. И как я всегда трейдерам говорю, что вам по факту нужно одно знать. Передняя или обратная сторона тренда. То есть, когда вы смотрите на график, вам нужно ответить на один вопрос. Вы на передней или на обратной стороне? Если вы на передней, вы рассматриваете только сделки в направлении тренда. Если вы на обратной стороне, вы либо не торгуете вообще, либо рассматриваете сделки против тренда. И вот с этого момента я понимаю, что на рынке формируется обратная сторона. То есть здесь рынок нейтральный, переходный, вот здесь. А вот здесь мы видим, линии пересеклись. Видите? Вот этот момент пересечения, и они уже снижаются. То есть летят вниз. Угу. И вот здесь мы говорим о том, что это обратная сторона тренда. То есть шанс для нас продать против, контртренд. И вот здесь вы видите вот этот прямоугольник. Это зона входа в рынок. Идеальное место. Вероятность 80%, что как минимум сработает мой вот этот первый тейк. И если первый тейк сработает, стоп-лосс второй позиции без убыток. И дальше следующая зона – это большое круглое число 10500. Неважно какой рынок, неважно какой таймфрейм, везде одинаково это работает. Есть рынки, например, которые мы избегаем. Это в целом слабые рынки, такие как новозеландец или евро-канадец. Это пары с более широким спредом, с большими комиссиями. Ну и в целом это производные от основных валютных пар.
Если мы говорим про индексы, то мы фокусируемся на основных, двух европейских, это DAX и индекс Великобритании, и двух американских, это NASDAQ и Dow Jones. Можно заменить, например, Dow Jones на S&P или, например, посмотреть индекс Russell, тоже отличные инструменты для работы. Но мы фокусируемся в основном на NASDAQ, наш фаворит, технологический гигант. Он двигается потрясающе. В общем, здесь продажа, идеальная локация для sell counter trend на основе вот этой модели, о которой я вам сейчас рассказал. То есть изменение состояния рынка, передняя и обратная сторона тренда, все, что вам нужно знать, не заморачиваясь никакими уровнями, трендовыми линиями, дополнительными индикаторами, анализом старших таймфреймов. Почему я этого не делаю? Потому что у меня вот этот алгоритм строит гистограмму и показывает мне состояние тренда со старшего графика. То есть мне не нужно смотреть на другой и знать, что там происходит. Поэтому в реальном времени мы наблюдаем с вами. Крайне вероятно, что цена дойдет до первого тейка. Если сработает первый тейк, стоп-лосс второй позиции без убыток. Ну и дальше чуть-чуть подправим вот сюда, около круглого числа, оставим наш второй тейк. Наблюдаем. Продолжаю наблюдать. Рынок думает, что ему делать дальше. Традиционная пауза, консолидация перед тем, как двинуться дальше вниз на разворот. Сработал take profit первой позиции, стоп-лосс второй без убыток. Понемногу цена движется к отметке 10500. Большое круглое число. Кроме этого, мы видим, появились новые сигналы. Индекс DAX. Тоже сигнал разворота, как и индекс, которым мы торгуем, в Великобритании. Фиксирую второй тейк. Индекс Великобритании мы закрыли. И давайте еще золото покажу. Смотрите на золоте, какой шикарнейший разворот. Опять мы видим одно и то же. Видите здесь? Сегодня мы разбирали подробно с клиентами